Всем привет! Это видео мастер-класс по вязанию сумки плетенка. Нам понадобится 2 мотка трикотажной пряжи стандартной толщины 9 мм, длина в моточке 100 метров, вес 330-350 грамм. Крючки номер 6 для основного вязания, номер 4 вспомогательный крючок. Из фурнитуры 2 магнитные кнопочки пришивные 18 мм. 2 полуколечка 20 мм и 2 прямоугольных карабина, тоже здесь расстояние 20 мм. Начинаем вязание. Предварительно пряжу нужно размотать на 2-3 метра вперед, вытянуть и затем вязать. И так в процессе вязания все время пряжу нужно растягивать, чтобы нитка была не плоская, а хорошо вытянутая, более упругая, и тогда она будет меньше растягиваться в изделии. Итак, оставляем короткий кончик сантиметров 5. Делаем тугой узелок. И далее набираем 26 воздушных петелек. 1, 2, не слишком туго, но и не слишком слабо. Все петли должны быть по размеру одинаковые. Продолжаем набирать всего 26 петелек. Итак, закончили, набрали 26 воздушных петелек. Далее переворачиваем цепочку, смотрим на ее противоположную сторону, первую петельку пропускаем и, начиная со второй петельки до конца ряда, вводим крючок под заднюю полупетельку и вяжем соединительными столбиками. Всего 25 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И так продолжаем вязать до конца ряда, всего 25. Заканчиваем вязание первого ряда. Вот осталась последняя петелька. Вводим крючок в петлю, следующую после узелка, и провязываем соединительный столбик. Далее делаем воздушную петлю для подъема следующего ряда. Переворачиваем. Нитка остается за работой. И далее со 2 по 7 ряд мы вяжем с вами за дальнюю полупетельку. Вот так вводим крючок, подхватываем только одну дальнюю полупетлю, соединительные столбики, тоже все одинаковые, старайтесь их делать по размеру, до конца ряда. И в конце ряда не забывайте делать одну воздушную петельку для подъема следующего ряда. Продолжаем вязание самостоятельно. И встречаемся с вами в конце 7 ряда. Итак, закончили вязание 7 ряда. Нитка у нас должна оказаться со стороны начала. И теперь вот это у нас готовая полоска. Давайте ее измерим. Длина у нее примерно будет 22 сантиметра. И ширина 4 сантиметра. Таких полосочек нам нужно будет с вами связать 4 штуки. Если она у вас получилась чуть-чуть неровная, в первую очередь проверьте, все ли 25 петелек вы связали в каждом ряду. Может быть, вы где-то потеряли петельку. Это может быть одна из причин. Ну и потом просто вот так выровняйте ее, потяните в разные стороны, она примет ровную форму, потому что вот этот узор в вязании очень упругий, хорошо тянется. Итак, теперь мы вяжем еще 4 такие того, что мы набираем 27 воздушных петелек. 1, 2, 3 и так далее. Всего 27 петель. Готово. Мы набрали с вами 27 петелек. И теперь точно так же, как мы вязали первую полоску, первую петельку пропускаем. В следующую вводим крючок, за заднюю полупетельку провязываем соединительный столбик. И так вяжем до конца ряда. Всего 25 петель. И получается вот здесь одну петельку воздушную мы не провязываем. Итак, мы связали 25 столбиков. Вот так вытягиваем, растягиваем полотно. Одна петелька у нас осталась не провязанная. Делаем воздушную петлю, переворачиваем. И теперь также вяжем до 7 ряда, только за дальнюю полупетельку по 25 столбиков в каждом ряду. Встречаемся в конце 7 ряда. Итак, вот я закончила. У меня готова вторая полоска, тоже 7 рядов связано. И теперь далее мы продолжаем вязание, вяжем еще 2 полоски. Всего у нас должно быть их 4 штуки.
две следующие вяжутся по такому же принципу. Давайте свяжем их самостоятельно и встречаемся в конце этого участка. Девочки, мы закончили с вами вязать 4 полоски по 25 петель. Это у нас будет горизонталь сумки. Теперь нам нужно связать вертикальные полоски. Их у нас будет 5 штук. И их мы будем вязать точно так же. Единственное отличие здесь в том, что у нас в каждом ряду должно быть по 20 петель. Для этого мы набираем по окончании вязания 4 полоски 22 петельки. 1, 2, 3 и так далее. 22. Итак, мы набрали 22 петельки. И теперь мы вяжем точно так же, как мы уже с вами вязали в предыдущих полосках, пропуская первую петельку, за вторую, за заднюю полупетельку соединительными столбиками, 20 соединительных столбиков до конца ряда и одну петельку оставляем не провязанной. Вот готово, мы связали с вами первый ряд, 20 петель, одну петельку оставили не провязанной. Делаем воздушную петлю, переворачиваем нитку, оставляем за работой и далее вяжем до 7 ряда по 20 столбиков в каждом ряду за дальнюю полупетельку. Вот я закончила вязание первой полоски из 20 петель. Видите, она получается у нас короче, чем те, которые были по 25 петелек. И теперь нам нужно связать еще 4 таких полоски. Всего у нас их должно быть 5 штук. Вяжем самостоятельно и встречаемся в конце вязания этого участка. Закончили вязание клапана. Здесь у нас 4 детали по 25 петель и 5 деталей по 20 петель. Давайте измерим длину. Получается примерно 16 сантиметров длина у коротких деталей. И теперь мы начинаем их переплетать друг с другом. В первую очередь нужно здесь все проверить, чтобы у вас вот здесь не было перекруток. То есть, чтобы не было вот такого перекрута. Аккуратно все детальки расправьте. Здесь самая верхняя петелька, вот эта боковая, она просто должна идти как черточка, полосочка. Вы увидите, ровно или нет. И они все должны быть не перекручены. Теперь берем первую из коротких деталей и начинаем ее переплетать с длинными. Укладываем первую по длинную и затем вот так в шахматном порядке до конца. Здесь они сразу по размеру не совпадут. Мы их будем слегка потом вытягивать, растягивать, поэтому не переживайте, если здесь, например, коротко получилось. Мы потом все это выровняем. Следующую детальку кладем в начале сверху на длинную и затем уже опять переплетаем со следующими в шахматном порядке, и она у нас будет идти здесь вот так. Она тоже будет растягиваться, поэтому здесь сейчас пока размеры не совпадают. Итак, продолжаем со всеми оставшимися. Здесь нам нужно будет уже немножко потянуть. Вот так. Здесь вы увидите интуитивно, как вам лучше положить. Видно, если предыдущая была сверху, значит следующая будет снизу. Ну, это понятно, в шахматном порядке. И так продолжаем до конца. Все детальки переплетаем. Здесь уже надо будет хорошенько растягивать. Не бойтесь потянуть. И затем все это дело выравниваем. И последнюю уже тоже мы прям впритык она у нас идет. Последнюю тоже укладываем аккуратненько. И давайте теперь посмотрим сейчас на наши готовые уже детали. Итак, вот у меня готовый клапан. Пришлось хорошенько потянуть каждую из полосочек, чтобы она по длине полностью закрыла горизонталь, вертикаль. Теперь для того, чтобы у нас наша конструкция не распалась, можно ее закрепить маркерами. Берем маркеры и прямо вот так вот, где у нас уголки, скрепляем. Либо ниточками, просто другой трикотажной пряжи, маленькими отрезками нитей, можно так аккуратно скрепить. И вот так постепенно можно каждую детальку на том уровне, где она должна располагаться, закрепляем. Продолжаем. Закрепила маркерами каждую детальку сверху, снизу. И вот здесь не на уголке, а с двух сторон, чтобы было удобнее. И
И все, вот у нас готовый клапан. Теперь нам нужно его обвязать так, чтобы закрепить всю эту конструкцию с помощью петель, чтобы она у нас уже полностью приняла нужную форму прямоугольника. Берем наш крючок. Здесь петелька еще открытая в конце вязания. Это получается у нас будет верх клапана. И давайте начнем. Вначале делаем воздушную петельку для того, чтобы поднять ряд. Затем мы будем с вами делать квадратики по 5 петель в каждом. Вот здесь у нас нужно отсчитать ровно 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Вот это будет наш первый участок. Мы провязываем сразу и через верхнюю, и через нижнюю детальку. Сделали воздушную петельку. Теперь ввожу крючок за одну полупетельку на верхней детали и подхватываю, тут получается между рядами, петельку между рядами на нижней детали и провязываю соединительный столбик. Ввожу крючок за следующую петельку и здесь тоже в следующее отверстие. Внизу можете особо не отсчитывать петли, главное просто проколоть следующее отверстие. Итак, продолжаем двигаться. Вяжем соединительные столбики. И последний, пятый. И вот у нас готово первое соединение первого участка. Вот оно у нас. Теперь продолжаем. Опять же, все петли соединяем и на верхние, и на нижние детали. Вводим крючок в петельку на верхней детали. Здесь внизу легче посчитать. Тут у нас идут петли. Отсчитываем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вводим крючок в петельку на нижней детали и провязываем соединительный столбик. Продолжаем. Здесь далее двигаемся вот так в петлях между рядами. Здесь подхватываем следующую, вторую петельку. Далее 3, 4 и последняя, пятая, 5. Итак, вот мы соединили второй участок 5 петель. Итак, продолжаем двигаться дальше. Соединяем все участки. Всего должно получиться у нас ровно 25 петель. Закончила соединять этот участок. Получается, давайте вместе посчитаем. У нас вот здесь 5, 5, 5, 5, 5, 25 петель. Подошли на уголок. Здесь мы соединили прям боковые петли и на верхней, и на нижней детали. Делаем воздушную петельку, переходим на другую сторону. По этой стороне то же самое. Тоже по 5 петелек мы соединяем. Вводим крючок. Здесь сверху плохо видно, где именно эти 5 петелек. Поэтому здесь двигайтесь просто равномерно. Итак, отсчитываем вот здесь 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Подхватываем верхние петли и нижние. И провязываем. Получается у нас квадрат. Четыре. И последний, пятый. Вот такое соединение у нас получается. Здесь 5 и здесь 5. Также продолжаем далее. Здесь тоже отсчитываем 5 петелек. Здесь легче. По верхним петлям отсчитываем 5. Здесь по нижним, здесь по верхним. И двигаемся до конца, до угла. Итак, вот здесь мы подошли с вами к последнему квадратику. Здесь надо от конца, от угла отсчитать 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вот ровно 5 петелек осталось. Их мы соединяем. Всего здесь у нас по этой стороне должно получиться ровно 20 петель. Так как вы помните, у нас короткие детали были длиной 20 петель. И вот здесь немножко вот эта деталь хочет сбежать сюда обратно. Мы ее подтягиваем.
на уголок и провязываем. Ниточку пока оставляем, мы ее потом спрячем. Вот мы с вами соединили прямо до самого уголка. Делаем воздушную петельку. Переходим опять на следующую сторону. И здесь уже соединяем. У нас должно получиться 25 петелек. Вот этот маркер можно убрать пока, чтобы он нам не мешал. Прикладываем верхнюю деталь. Здесь отличие в том, что здесь у нас концы. С этой стороны у нас все детали шли и так соединены между собой были. А с этой стороны они у нас не соединены. Здесь может быть немножко более сложно. Но вы не бойтесь. Мы сейчас легко это соединим. Точно так же продеваем крючок в верхние петли. Здесь можно отсчитать сразу 5 петелек от начала ряда. 1, 2, 3, 4, 5. И можно на них поставить маркер теперь. Вот это у нас будет 5-я, на которой стоит маркер. И соединяем верхнюю и нижнюю детали. 5 петелек. Не забудьте, здесь мы обязательно сделали воздушную петельку. Это придаст детали более прямоугольную форму. Такой хороший острый уголочек даст. Нужно обязательно сделать воздушную петельку. 3, 4. И последнюю 5-ю мы прям вот так за уголочек продеваем. Или вот так можно еще, чтобы было более ровно. И вот эта петля, где у нас стоял маркер, в нее мы провязываем 5-ю петельку. Вот у нас получился первый квадратик. Двигаемся дальше. Уже вот здесь маркеры не выдерживают такой нагрузки, отлетают. Здесь тоже отсчитываем дальше следующие 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Можно на него поставить маркер. И здесь уже легче соединять, потому что верхние петли идут вот по краю. 5 петель, мы их видим. И соединяем. Ну и так продолжаем соединять до конца. Мы можем даже с вами уже самостоятельно доделать полностью соединение клапана. Весь ряд связать до конца. Посмотрите, что у нас получается. Здесь мы с вами делаем еще 25. И у нас еще остается одна сторона, где у нас должно получиться 20 петелек. Вот эту часть мы с вами уже соединили. Это с внешней стороны она так выглядит. И вот так с внутренней стороны. Все, продолжаем. Вязание самостоятельно. Итак, девочки, вот мы с вами соединили до уголка. Здесь, получается, мы остановились на том месте, где у нас в начале ряда была одна воздушная петелька. Вот такой у нас получился клапан. Мы можем взять тонкий крючок и вот этот кончик нити, который у нас остался в начале вязания, аккуратно вот так вот вдоль петелек спрятать. Продеваем крючком, прячем кончик нити внутри петелек. Лишнюю ниточку отрезаем. Все. А здесь ниточку не отрезаем. Мы будем дальше с вами еще вязать. Вот такой красивый клапан получается. Очень твердый, хорошо держит форму. Давайте его измерим. Размер ширина 19 сантиметров. Длина 24 сантиметра. Вот такие острые углы у нас еще должны получиться с 4 сторон. Если вы делали воздушные петельки на углах, у вас тоже такая форма. И далее мы с вами вяжем уже основное полотно сумки, то есть отсюда, где мы с вами закончили, отсюда же мы будем дальше вязать полотно сумки, а это у нас будет клапан, это верх клапана, и он будет вот так вот на сумку закрываться. Продолжаем вязание. Итак, начинаем вязать основное полотно сумки. Берем нашу петельку и закрываем петлю. Продеваем клубок в петлю, нитку вытягиваем всю и эту петельку закрываем.
Здесь в конце, чтобы было аккуратно закрыто, вот так потяните и потом уже закройте петлю вот так. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы у нас здесь правильно шло расположение рядов. Нам нужно, чтобы у нас здесь сверху был изнаночный ряд. Теперь переворачиваем клапан на изнаночную сторону. Как понять, где изнаночная, где лицевая сторона клапана? Очень легко. По лицевой стороне клапана у нас сверху идут косички, то есть петли с лицевой стороны, вот видите. А по изнаночной стороне у нас идут волны, то есть это петли с изнаночной стороны. Теперь мы смотрим на изнаночную сторону клапана и давайте поставим маркеры. Мы будем делать с вами убавки. Всего нам нужно будет с вами сделать 4 убавки. В принципе, первую и последнюю это будет в начале и в конце, и 2 в середине. Но мы поставим 4, чтобы вы видели симметрию убавок. Итак, первую убавку мы делаем на первой и второй петельке. Потом, вот у нас первая, вторая, затем отсчитываем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем следующую убавку. Я буду ставить маркер на ту петлю, которая будет первая в убавке, то есть первая из пары. Вот мы сделали убавку. Далее двигаемся еще 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Еще одна убавочка. И последняя убавочка. Вот мы будем делать убавку. И далее 1, 2, 3, 4, 5, 6. И последние 2 петельки, это будет у нас тоже убавка. Вот так мы их распределили. Получается, между всеми убавками должно быть по 6 петель. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы у нас ровное было полотно сумки, чтобы у нас петли в полотне по своей длине, по общему количеству петель, длина полотна, чтобы совпадала с длиной клапана. Путем проб и ошибок, опытным путем, я поняла, что если мы будем с вами вязать все 26 петель, которые у нас здесь есть, то полотно будет уходить вот так вот шире становиться. Нам это не нужно. Нам нужно, чтобы полотно было по ширине, вернее по длине, точно такой же, как клапан. Для этого нужно уменьшить количество петель. Итак, как мы теперь дальше вяжем? Мы берем нашу нитку, вот так ее сюда переводим, не отрезаем ниточку. Но если хотите, можете отрезать, но я не отрезаю, в принципе, в этом нет нужды. Первый маркер пока убираю. Ввожу крючок за обе полупетли. Таким образом, прямо в самую последнюю петлю. Теперь здесь можно прям в натяжку сделать. Эта нитка у нас скроется внутри петель, мы ее будем провязывать внутри петелек. Делаем первую петельку воздушной петлей. Теперь вводим крючок опять в эту же петлю, в которую мы только что с вами уже вязали. Кончик нити придерживаем над крючком, и тогда он провяжется у нас внутри петель. Вяжем одну петельку, держим ее на крючке, вводим крючок в следующую петлю, протягиваем вторую петельку. Теперь у нас на крючке 3 петли и провязываем их одной петлей. Вот так мы сделали с вами убавку. Далее мы вяжем 6 одинарных, вводим крючок опять под обе основные петельки. Эту нитку придерживаем над крючком, провязываем внутри петель и провязываем столбиками без накида 6 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Ой, у меня выпал маркер на убавку. 6. Сейчас мы посчитаем еще раз. Итак, давайте вместе посчитаем. Вот у нас убавка. Далее 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь у меня маркер упал, поэтому здесь я точно знаю, что у меня должна быть следующая убавка. Не забывайте вот этот кончик нити провязывать внутри петелек. Вот он, видите, у нас не кончик, а в смысле вот эту натянутую нить внутри петель провязывать, закрывать ее. Теперь вводим крючок в следующие петли. Вывязываем одну петельку, держим ее на крючке. Вводим крючок в следующую петлю. Провязываем еще одну петельку. На крючке 3 петли, провязываем одной и получается убавочка. И так продолжаем вязать до конца ряда. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Связали 6 одинарных. Теперь у нас идет убавка. И последний участок провязываем 6 одинарных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Маркер можно убрать. И осталось последние 2 петли. Вот видите, вот они у меня. 1 и 2. 1, 2. Я делаю убавочку. Провязываю одну петельку и вторую. И одной петлей провязываю. Здесь вот в конце можно потуже затянуть, чтобы петли в конце ряда не болтались. Итак, у нас получилось из 26 петелек мы сделали 22 петли. Теперь мы дальше будем вязать уже только 22 петли в каждом ряду. В конце ряда делаем воздушную петлю для подъема следующего ряда. Переворачиваем нитку, оставляем за работой. И вот так у нас выглядит первый ряд с внешней стороны. Продолжаем вязание. В этом ряду мы с вами вяжем только за одну полупетлю. У нас такой узор, который предполагает, что крючок уводится только за дальнюю полупетельку. Вводим крючок за дальнюю полупетельку, провязываем столбиком без накида. Вяжется этот узор всегда столбиками без накида. И так продолжаем вязать. Здесь мне немножко неудобно показывать из-за того, что клапан очень твердый. Мне нужно показывать вам ровно вверх. То есть приходится клапан немножко сминать. Вот так мы с вами провязываем столбиками без накида 22 петли до конца ряда. Получается, что у нас вот здесь полоска петелек остается не затронутой, не использованной. Мы будем ее использовать в следующем ряду. Продолжаем вязание до конца ряда. 22 петельки. Закончили, связали 22 столбика до конца ряда. Последнюю петельку тоже вяжем за одну полупетельку. Теперь в конце делаем одну воздушную петлю для следующего ряда, переворачиваем, нитка остается за работой и вяжем следующий ряд. Все ряды мы теперь будем вязать по одинаковому принципу, так же как вот сейчас я вам покажу. Вводим крючок за одну полупетельку на верхнем ряду и за оставшуюся полупетельку на нижнем ряду. Вот она у нас, та, которую мы не провязали в прошлом ряду. Далее продолжаем вязать. Вводим крючок за одну полупетельку из этого ряда и полупетельку из предыдущего ряда. И провязываем столбик без накида. И вот так продолжаем до конца ряда. Всего провязываем 22 петли. Здесь у нас опять получается одна полоска вот этих полупетелек не провязанной. Мы будем ее использовать в следующем ряду. И тогда узор получается очень плотным. Закончили вязание второго ряда. Вернее, это третий ряд он уже. 22 столбика. Переворачиваем. И теперь вяжем уже все ряды одинаково. Продолжаем вязать. Порт узора мы отсчитываем как 2 ряда. У вас будет виден только вот такой один ряд и полосочки. То есть вам нужно посчитать вот так вот. 26 раппортов узора. Каждый раппорт это 2 ряда. И единственное здесь условие, то есть придерживаться узора. Нитку оставляем за работой. В конце делаем воздушную петельку. И вводим крючок за одну полупетельку в этом ряду и одну полупетельку в предыдущем ряду. Ровно под этой же петлей. Итак, продолжаем. Мы с вами довязали полотно сумки, связали 26 раппортов узора. Давайте вместе посчитаем, начиная от первого. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 раппортов узора. Примерно длина это будет 34 сантиметра. Ну и ширина такая же, как у нашей основной детали, 23 сантиметра. Далее мы с вами вяжем боковинки. Для вязания боковинки вначале пряжу немножко растягиваем. Оставляем примерно 1 метр нитки. Это нам понадобится для того, чтобы соединить боковинки и основную деталь. Далее вяжем 6 воздушных петель. Но вначале делаем вот такой узелок. И затем вяжем 6 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь вяжем первый ряд. Вводим крючок за заднюю полупетельку, провязываем 1 петлю столбиком без накида. И так продолжаем вязать до конца ряда. Всего 5 столбиков. Делаем в конце ряда воздушную петельку для подъема следующего ряда. Переворачиваем нитку, оставляем за работой. Теперь мы будем с вами ввязывать полукольцо. Первую петельку вяжем за одну дальнюю полупетельку столбиком без накида. Вяжем следующий ряд. Вяжем следующий ряд. Теперь вяжем только за дальние полупетельки. Провязываем 5 столбиков без накида до конца ряда. В конце делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. Переворачиваем. Теперь мы будем с вами ввязывать полуколечко. Первую петельку провязываем пока без полуколечка. Вводим крючок за полупетельку в последнем ряду и за полупетельку в предыдущем ряду. Провязали. Теперь прикладываем полукольцо с противоположной от нас стороны и вводим крючок точно так же за 2 полупетельки из предыдущих рядов и провязываем столбик без накида. Следующую петельку также прикладываем полукольцо и провязываем внутри петель и еще 1 петельку. Всего 3 петли у нас идут на полуколечко. В конце остается у нас 1 непровязанная петля. Вводим крючок за 2 петельки предыдущий и еще предыдущий ряд и провязываем последнюю петельку, делаем воздушную петлю для подъема следующего ряда. И теперь продолжаем вязание. Всего нам с вами нужно будет связать 9 раппортов узора. Отсчет у нас ведется с лицевой стороны, с той стороны, где у нас установлено полукольцо. То есть у нас вот так в высоту должно быть 9 раппортов. Продолжаем вязание самостоятельно. Здесь никаких ни убавок, ни прибавок мы не делаем. Просто вяжем по 5 столбиков в каждом ряду. Именно вот таким узором, который я вам уже показывала. Закончила вязание боковинки. Давайте вместе посчитаем. У нас должно получиться 9 раппортов узора. Вот первый. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Теперь нитку отрезаем. Вытягиваем ее. Берем тонкий крючок. Продеваем вдоль последнего ряда. И кончик нити отрезаем. Давайте измерим. По размеру она у нас получается длина 13 сантиметров и ширина 6 сантиметров. И таких мы вяжем с вами 2 штуки. Вот у меня вторая. И далее будем присоединять их к сумочке.
Итак, берем нашу основную деталь сумки, отмечаем маркерами места, где у нас будет стенка сумки, донышко и задняя стенка сумки. Отсчитываем 9 раппортов узора. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Устанавливаем маркер точно так же с противоположной стороны. Затем отсчитываем 7 раппортов на донышко. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее у нас идет еще 9 раппортов на заднюю стенку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И получается здесь один ряд у нас будет идти, не будет соединяться с боковинками. Один ряд у нас уходит на клапан. Вот этот ряд. Итого здесь у нас получается 9, здесь 7 и здесь еще 9. Теперь берем нашу одну из боковинок, любую. И еще мне понадобится пластиковая игла. Если у вас нет иглы, можно просто воспользоваться тонким крючком. Теперь отрезаем вот здесь ниточку наискосок, я уже срезала. Заправляем нитку в иглу и начинаем присоединять. Одна боковинка будет у нас присоединяться от этого края и идти далее, а вторую мы начинаем присоединять с противоположного края. Сейчас я покажу вам, как это будет выглядеть, пока мы начинаем от внешнего края. Итак, здесь у нас, как вы помните, высота 9 раппортов, и здесь у нас тоже 9 раппортов, поэтому они у нас будут симметрично соединены друг с другом. Начинаем соединение. Прикладываем деталь боковинки к основной детали, таким образом, чтобы у нас маркеры смотрели наружу, то есть внешняя сторона смотрела наружу. Вот это внутренняя сторона у нас, вот это внешняя сторона. Приставляем боковинку, вводим крючок в самую крайнюю петельку, закрепляем здесь, вводим крючок вот сюда в самую крайнюю петельку и еще раз делаем стежок, чтобы закрепить. Далее нам нужно, чтобы у нас совпадал рисунок раппортов. Вот первый раппорт здесь, и здесь первый раппорт. Далее вот это второй раппорт, и здесь тоже второй. Далее соединяем каждый раппорт с таким же раппортом на противоположной детали. Вводим иголочку в крайние петли и присоединяем их друг к другу. И получается, что у нас здесь черточки переходят в черточки на боковой детали. Продолжаем соединять. Здесь у нас вот черточки идут, значит, вводим иголочку в крайнюю петельку прямо возле окончания раппорта. А здесь мы захватываем, вот у нас второй раппорт, мы захватываем вот эту петлю, она у нас такая выпуклая, в каждом ряду ее хорошо видно. И пришиваем эти две детальки вместе. Продолжаем. Теперь смотрим, вот это у нас третий раппорт. Вводим иглу за петельку, которая находится прямо возле полосочек. И здесь тоже подхватываем петлю возле полосочек. И вот так прошиваем. Так двигаемся дальше. Все 9 раппортов соединяем симметрично. Итак, вот у нас последний раппорт. Мы берем крайнюю петлю. И здесь тоже мы подошли к той петле, где у нас установлен маркер. Это наш был 9-й раппорт. Соединяем их вместе. И вот посмотрите, как у нас черточки переходят из одной детали в другую. Теперь мы разворачиваем вязание. И здесь у нас идут 5 петелек донышка. На крайнюю петельку мы соединяем 2 раппорта с основной детали. Один раппорт, вводим крючок опять в это же отверстие и захватываем второй раппорт. У нас здесь 2 стежка.
Далее порядно соединяем по одному один в один. Три раза. И вот у нас остается последний уголок, противоположный уголок. Здесь мы тоже сначала вводим крючок, вводим иглу в крайнюю угловую петельку на боковой детали. А здесь мы захватываем с вами 2 раппорта. Один и следующий 2. Тоже получается 2 стежка. Это мы сделали для того, чтобы у нас вот здесь более четкая форма была. Теперь здесь у нас еще остается 9 раппортов. Смотрите, вот у нас стоит маркер. Мы отсчитывали с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И здесь тоже у нас остается 9 раппортов. Точно так же, как с противоположной стороны, мы начинаем соединять. Сначала вводим иглу на боковой детали. И теперь на основной детали. И так соединяем до конца. Вот у нас остается здесь последняя петелька. Мы прошиваем ее. Закрепляем нитку. Кончик нити отрезаем. И аккуратно прячем вот так вдоль ряда. Если останется еще небольшой кончик, то его можно будет просто отрезать у основания. Вот мы с вами соединили одну боковую деталь. И теперь с противоположной стороны точно так же соединяем. Единственное отличие здесь в том, что начинаем присоединять со стороны клапана. Так вы даже по рисунку сами увидите, что нужно присоединять, начинать с этой стороны и двигаться в противоположном направлении вот к этому краю. Тот же самый принцип, также каждый раппорт должен переходить с основной детали на боковую. Тогда у вас будет совпадать рисунок. И не забывайте, что на угловые петли донышка боковинок мы присоединяем 2 раппорта из основной детали. Закончила соединение с 2 сторон. Теперь давайте посмотрим на донышко сумки. Здесь должно быть симметрично соединено, то есть никаких перекосов быть не должно. У меня все симметрично получилось. Надеюсь, что у вас тоже. Если вдруг у вас немножко перекосило, проверьте себя. Может быть, вы где-то потеряли в процессе соединения одну петлю, соединили одну в другую, не в ту. И тогда может быть такая небольшая ошибка. Но эта небольшая ошибка ведет потом к тому, что теряется форма сумки. Поэтому очень важно, чтобы уголки совпадали. С этой стороны была симметрия. И с противоположной стороны тоже. И вот наша сумка уже почти готова. Пришиваем кнопочки. Берем наши магнитные кнопки. У нас их 2 штуки. Мы будем их пришивать с 2 краев. Сюда и сюда. Открываем кнопочку, она состоит из 2 частей. Берем выпуклую часть, в которой находится магнит, и пришиваем ее на клапан. Беру нитку швейную в тон пряжи, заправляю в иголку двойную нить и начинаем пришивать. Вначале приставляем кнопочку к клапану, где он будет у нас располагаться. Теперь закрепляем нитку на клапане. Примерно в серединке можно закрепить. Продеваем иголочку в отверстие. Прикладываем. Это у нас будет верхняя правая сторона. И немножко в растяжку вот так пришиваем. Делаю буквально 3 стежка и повторяю эти стежки в одно и то же отверстие.
1, 2. Когда шьете второй, вот так нитку подтяните, потому что обычно петля растягивается и может образоваться некрасивый узелок внутри. И еще один стежочек. Сделали 3 стежка. Теперь переходим на другое отверстие. Перевожу нитку вот так через толщину пряжи. Прошиваю прям внутри. Ввожу иголку в следующее отверстие. Ниточку отрезаем. Теперь закроем магнитную кнопку. Соединим 2 детали вместе. Клапан нужно хорошо растянуть. Прикладываем теперь клапан над сумкой, так как он у нас будет располагаться, и клапан должен полностью закрывать переднюю стенку сумки. То есть не должно быть такого, чтобы клапан был немножко выше. Он полностью закрывает переднюю стенку сумки. Мы находим место, где у нас будет лежать кнопка на сумочке. Открываем и пришиваем вторую детальку, которая у нас не магнитная, на сумочку, точно так же, как мы это делали с вами на клапане. Итак, вот я закончила, установила кнопочки. Все кнопки сидят очень плотно. Теперь, чтобы сумочка хорошо закрывалась, еще раз растянем немножко клапан. И когда мы прикладываем сумку, клапан к сумке, то кнопочка почти что сама находит нужное отверстие, магнитится и закрывается. Далее мы с вами будем шить, вернее вязать широкий ремешок для нашей сумочки. Вяжем длинный ремешок, оставляем кончик нити примерно сантиметров 20 и набираем цепочку. Можно без первой петли, которая у нас была как узелок, здесь делаем обычную петлю. Набираем 101 воздушную петельку. Закончили, набрали 101 петельку. Теперь первую петельку пропускаем, за заднюю полупетельку провязываем соединительный столбик. И так продолжаем до конца ряда. Вяжем 100 петелек соединительными столбиками. Вот у нас готов первый ряд. И таких мы вяжем с вами 4 ряда. В конце делаем всегда воздушную петельку для поднятия следующего ряда. Переворачиваем нитку, оставляем за работой. И вяжем теперь за дальнюю полупетельку соединительными столбиками. Тоже 100 петелек. Продолжаем вязание и встречаемся в конце 4-го ряда. Закончили вязание ручки, связали 4 ряда. Теперь кончик нити отрезаем, тоже оставляем сантиметров 20 для того, чтобы соединить карабин. И вот что у меня осталось от второго мотка пряжи. Теперь нитку вытягиваем, берем тонкий крючок и берем один из карабинчиков. Приставляем карабинчик к ручке. Заводим крючок за последнюю петлю. И прошиваем вот так, как будто ниткой иголкой прошиваем. Следующее отверстие. Так, все отверстия по очереди. Примерно 4-5 стежков делаем. Последний стежок делаем 2 раза в одно и то же отверстие. И вот наша ручка готова. Теперь надо спрятать кончик нити. Для этого вот так продеваем крючком через петли. Протягиваем кончик сначала в одну сторону. А теперь чуть пониже в следующем ряду в другую сторону. Отрезаем ниточку.
И то же самое делаем с противоположной стороны с другим карабином. Закончила. Соединила со вторым карабином. Вот готовый ремешок. Его длина вместе с карабинами составляет сейчас 110 сантиметров. И еще в процессе ношения он немножко будет растягиваться, так как очень упругая форма, тягучая. Хорошо держит форму, но при этом слегка тянется. Примерно 120 сантиметров будет. Итак, последние штрихи. Одеваем карабины на полукольца. И вот наша сумочка готова. Отдельно у нас будет видео о том, как шить подкладку для этой сумки. Вот наша готовая сумочка Тесси. По размеру она получается длина 24 сантиметра, высота 17 сантиметров. Застегивается на пришивные магнитные кнопочки. Очень хорошо держит форму, достаточно твердая, при этом не тяжелая. Весит она примерно 600-650 грамм. Ее можно носить как на плече, на длинном ремешке, так и под мышкой, как клатч. Вот такая сумочка. Делитесь вашими работами в инстаграме, отмечайте мой аккаунт ниткакз, мой хэштег нитка_МК. Присылайте ваши отзывы, я буду очень рада узнать, какие сумочки у вас получились, насколько понятным был этот мастер-класс. Большое спасибо, до свидания.